бы ночевать в избе, но боковой ветер позволяет идти под берегом. Я пользуюсь этим. Осталось немного. Здесь на берегу, вон под теми камушками, прятались гуси от ветра. Я сюда причалила, они от меня побежали. Под берегом-то хорошо, а там дует. Ночью ветер стихает. Природа балует меня красивыми видами, красками облаков. После перекуса в избе гребла до полуночи. Силы кончались, холодало. У меня было два варианта перехода к следующему большому озеру Арылах. Это либо воспользоваться длинной извилистой цепочкой небольших озер, что лежат к северу от озера Портнягина, по которому я сейчас держу путь, и дальше сплавляться по речке Арылах. Либо выходить на эту речку от озера Портнягина напрямик, по тундре, двум маленьким озерам и безымянному ручью-притоку. Решаюсь на второй вариант. Он прямее. Пусть на нем меньше озер, и мне больше нужно будет идти пешком. Но зато я не буду слишком сильно зависеть от ветра. На Таймыре очень сильные ветра. Дует просто. Очень неприятно все время. Аж камни вырывает на порывах. А еще здесь просто очень близко вечная мерзлота. Сплю как на леднике. Стелю под себя все. Вот вторые коврики. Спас-жилет. Основная пенка. Палатку под себя стелю. Второй спальник. И все равно пробивает холод. Но это просто не было выбора, где вставать. Здесь очень близко под слоем от верхнего дерна, там уже ну просто вот я трогаю, это как будто лед, это ледяная земля мокрая. Так что, когда нет выбора, почти его нет, и земля очень холодная, ледяная, скажем так. Это очень много еще вот это лишайник Цитария исландика, так называемый исландский мох. Это лишайник. Это очень хороший корм для оленей. Но вот оленей я что-то тут не встречаю пока. Может быть, погода, духи беснуются. Дали мне вчера пройти окошечко небольшого ветра, а сегодня уже все, не пойдешь. Распадок моего ручья, по которому буду подниматься. Лодку пришпиливаю на страховочный кол, чтобы ее вдруг не унесло. Вся палатка у меня привалена камнями. Первым мешком с продуктами. Но все равно камешки надо подправлять. За ночь немного подвинулись. Как же я забыла о своем надувном коврике. Вот. Дополнительный слой. И будет великолепное у меня ложе. Буду досыпать.
У меня такое впечатление, что я не на равнине, а на каком-то горном перевале нахожусь. Такие порывы. Все время камни поправляю. Это солнышко сейчас светит. Когда дождь, вот это да, в погоду тяжело. Ухожу на первую ходку к озерам следующим. Ветрюга страшенный. Против ветра иду. В низкой облачности путь по тундре непрост. Здесь и так-то немного четких ориентиров, а сейчас их еще и не видно. Вот мое перевальное озеро. Вчера проплыла чуть дальше, не признала ручей, который из него вытекает. На километр, наверное, больше проплыла. На моей карте двушки не все распадки ручей показаны, которые есть на местности. От него мне 2 километра до моих озер. Я только раз видел рукопашную. Раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что не было мне страшно, тот ничего не знает обо мне. Вот и озеро, по которому я буду сплавляться дальше. Это еще цепочка озер. И дальше оттуда вытекает река Рылах, которая впадает уже в озеро Рылах большое. Вот оставляю здесь продуктовую заброску свою. И 4 километра с небольшим топаю обратно. Дорога в облаках. Вот мне подарочек-то. Какой мощный клок. Это просто уже рукавица одна. Чего-нибудь сделаю. Вот здесь в низинке снова попадаю в участок полигональной тундры, где морозобойные трещины из года в год расширяются. Лед расклинивает грунт, выпирая его валиком по краям. А летом трещины протаивают и образуются заболоченности. А у меня на побережье озера Портнягино все так же бушует ветер, только кулички посвистывают, подбадривают меня. Это у берега затишок, а там шторм вдали. Хотя ветер уже стихает под вечер. Вот так неприглядно местами на берегу. Груды земляные выносят, они ползут. Все это происходит за счет того, что вода в озере теплее. Твердая, однако. Вот такие выносы оттаивших ранее мерзлых грунтов за счет теплого влияния озера. Палаточка на месте, ее не сорвало, пока я ходила. Вот счастье. Да, еще я ошиблась. Немного в стороне вышла. Пар колышется в такт ветра. Что-то не спится, когда такой ветер.
Я пыталась читать. Пыталась считать секунды в промежутках между порывами ветра. Редко, когда доходила до 5. Но заснуть я долго так и не могла. Спала очень мало. Но проснулась не поздно. Светило солнце. Да, ветром стойку несло, прижало к земле основательно. Вон как оно уросло. Снимаешь палатку. Ой. Вот так вот. Такие тут ветра и вот такие камни. Все у меня было обложено, чтобы не унесло. Ветер, но ясно. Хорошая погода, иду дальше по маршруту. На горизонте не открылись горы. Горы, к которым я иду. Горы Баранга. Ну, вообще-то, скорее, это только предгорье. Отдельно стоящая возвышенность Тулай-Киряка. Ну, наконец-то я подхожу к своим озерам, к озерам, по которым пройду часть пути до реки Арылах. Они скрасят мне путь, облегчат. Мне надо прогрести по дальнему озеру, потом перетаск будет небольшой. Главное, ветер, чтобы не помешал. Но вроде он боковой. Я упала, не дойдя всего метров 100 до своей заброски груза. Попала в болото и так резко устала, что решила, ладно, сначала отдохну, потом дойду. Появились, у земли летают. Пользуясь погодой, решила отремонтировать лодку впрок на месте, где она может скоро прорваться. По-пластунски я подкралась к лежбищу гусей. Такое стадо никогда в жизни не видела. Они тихонечко продвигаются вдоль берега, кормятся. Может быть, сейчас поближе. Буду ждать. Просто их море. Толпа их просто надвигается. Ветер уже подстиг, можно плыть, но это такое зрелище. Интересно, можно их поймать. У меня пока есть еда. Так бы, наверное, поймала бы одного. Что-то их насторожило. Но не я. Там из распадка. На что-то они повелись. Испугались чего-то. Еще полярная сова наблюдает.
такое огромное скопление гусей обусловлено тем, что вот сейчас они линяют. Это происходит у гусей раз в году, когда они меняют старые перья на новые. И линька происходит вот сейчас, в конце июля, начале августа. И дело в том, что гуси теряют все свои старые перья одномоментно. И теряют их на маховых крыльях, то есть они лишаются способности летать. А новые отрастают не сразу, а где-то через 10 дней, 2 недели. И вот в этом состоянии, когда гуси не могут летать, они становятся самыми беззащитными. Вот. И поэтому они сбиваются в стаи, чтобы вместе сообща убегать от какой-то опасности. И вот так вот сообща кормиться, в общем, быть вместе. Это белолобые гуси, одни из наших не самых крупных гусей. У них видно вот белое пятно на голове. И еще на грудках у них видны такие черные полоски, такие поперечные. На грудках. На грудке, переходящие к животу. Что-то их потревожило. Может, меня заметили. Попробую посчитать их, примерно 500 штук. Около того. Решила уходить и стала чуть приподняться. Все сразу пошли воду. Без сильного прикола. Я тихонечко поднимаюсь. Меня видят сейчас. Не, это они сейчас увидели, я встала. С таким шумом поплыли. Меня вот это да. Здесь вот как раз длинные гуси гуляют корпусом. И рядом навалом валяется. И ветер подстих. Мне тоже пора. Ну, не то что линять, но идти дальше по маршруту. Вот пройти мне 2 озера, вот такой вот с перемычкой, пока ветер не сильный. И дальше уже здесь пойду пешком до начала сплава по реке Орлах, в озеро Орлах. Между озерами здесь протока. Пока иду, везу лодочку. Здесь около километра, ну, может, чуть меньше. Надо же, здесь даже течение в мою сторону. Хотя высота обоих озер была показана одинаково. Может, можно будет проплыть, не знаю. Я до следующего озера дойду. Не волочась. Раскричался. Да не трону я тебя. Это поморник. Он очень агрессивно изгоняет всех пришельцев со своей гнездовой территории. Ну, почти плыву. Высоковатые места вверх.
Да, надо сказать, повезло мне с такой шикарной протокой. Ну вот, по следующей протоке пришла в следующее озеро. Солнце в каких-то опять уголках. Еще километра полтора-два. И начнется речка, вернее маленький ручей, приток Орлаха. Вот так вот оттаивает вечная мерзлота. Гагары. Уху-ху! Уху-ху! Уху! 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 Плывает вообще близко. Уху! Я тоже Гагара. Уху! Уху! Белоклювая Гагара кричит. Уху! Белоклювая Гагара — одна из самых крупных наших гагар. Еще она самая осторожная и молчаливая. И вообще очень редкая. Встречается только на крайнем севере, от Таймыра и дальше на восток до Чукотки. Ну что, не откликаетесь? И эта любопытная троица сопровождает меня уже некоторое время. Но откликаться что-то перестало. А полярные совы будто верстовые столбики на пути. Неужели подарок судьбы можно будет прямо отсюда начинать сплавляться? Выход вот ручья из озера. Там, конечно, может быть мелкость. Посмотрим. А у меня что-то уже вода. То ли на протасках разловато, какие-то с ног полилось. Ой, так столько клеилось, что неохота уже клеиться. Ну надо же, как неудачно, а? Хорошо, у меня коврик там лежал. Главное, здесь я проклеила все на всякий случай, а вот здесь вот не проклеила. Ну все, значит, опять шиться. Шиться и ставить заплатку. Да, на протасках надо быть очень аккуратным у меня, а то у меня впереди ведь еще сплав вообще-то. Новосибирсия. Таймырская роза уже отцвела. Стану, пожалуй, на этой кассиопейной полянке. Думаю, сухо. Речка подождет меня до завтра. Вот здесь буду стоять на берегу озера. Если сильного ветра не будет, то все будет отлично. Удивительный сегодня день. Практически полное безветрие, штиль. Я такого вообще не припомню дня. И тепло, я хожу в футболке. Просто настоящее лето. Вот только сейчас, первый день, наверное, такой. Совсем летний. Как обычно, опасаясь ветров, я на всякий случай натаскала камней, их тут больших не везде найдешь. Обложила палатку, а ветра нету. И мало того, я даже сегодня вон вентиляционное отверстие открыла с другой стороны, потому что даже стало душно. Ну и вот у меня тут вот вентиляционное отверстие. И вот у меня происшествие. У меня в транспортном мешке большом хранились продукты на месяц уже пешего перехода
через горы. И я вчера, ну, я их открывала, конечно, мешок. Открыла вчера, вытащила масло оттуда. Смотрю, гречка подмокла снизу. То ли я клапан плохо закрыла вот на этом мешке. Так-то он не дырявый. Вот этот клапан. Может быть, через него просочилась вода. И вот 2 мешка с гречкой немножко подмокли. Так что вот, занимаюсь просушкой. Сейчас буду еще лодку ремонтировать. Ну и вот отдыхаю. Такой спокойный день сегодня. Да, и вот сегодня палатка внутренняя уж особо себя оправдывает, потому что комары сегодня активизировались. Их немного, но они в безветрие такие кусачие становятся. А вчера я здесь еще боролась со встречным ветром на подходах. И вот он, полный штиль. Прикатывать заплатки надо на жестком. Вчера я на коврике, сегодня вот на весле. Так лучше будет, надежней. Пойдем на честном слове на одном крыле. Чего? Ничего. Некоторые заплатки у меня так впрок стоят. Она мне помогла, кстати, вот эта вчерашняя заплата. Приняла на себя удар камня. И дальше не пошла рваться материя. Да. Немного осталось впереди. 300 километров сплава. И километров 40-50 по озерам. Итак, я начинаю сплав по реке, притоку Орлаха, до озера Орлах. Здесь, вот так вот, если по прямой померить по речке, километров 16. Но сколько здесь будет петель, изгибов, неизвестно. Эти 16 могут вылиться гораздо больше. Но сплав он всегда лучше, чем таскание против течения. Не везде, видно, будет можно плыть, но посмотрим. Я сделала новый разворот лодки. Моя лодка, она, конечно, уже не новая, поэтому дно вот начало сильно протираться на камнях. И здесь встречаются очень такие камни опасные, такие вредные, очень острые. Коварные камни вот такие. С острыми гранями. И в озере вчера, видно, я пробила на скорости, а когда идешь по волне, еще чуть мутная вода, не видно, я не увидела этот камень, не видно, тогда и пробила, а днище очень сильно. Вот, но моя лодка симметричная, и я просто поменял разворот. И теперь у меня, ну, спиннинг будет ехать сзади, на корме, а нос у меня будет такой пустой. И в этом месте подо мной дно более целое, так что, надеюсь, хватит мне еще на сплав моей лодочки. Вот такие дела. Большой мешок с продуктами, сверху синие сумки, газовые баллоны. И дальше уже вещи, на которых можно сидеть. Вот такие мелководные перекаты. Иду с лодочкой по ладу. Даже немножко натащу. Справляться. Такие каменистые перекаты мне проще по травке обтаскивать. О, хороший участок реки. У меня 5 забарахлила сейчас камера, аккумуляторы. Придерживаю пальцем. Может быть, удастся снимать дальше. Вот такие перекаты следуют с участками, где я прогребаю. Вот, идти можно. Здесь с небольшим течением, правда, здесь бывают мели, но можно плыть.
Речка-то вот так узенько струится. То плесы, то каменистые перекаты, где я протаскиваюсь. Ох, как хорошо, когда заболоченное русло и здесь нет камешков. Можно катиться. Нет, есть все-таки камешки. Ладно. А нет, сошла с камешка. Нормально. Хорошая речка. Кто бы мог подумать, что уже отсюда буду сплавляться. Не, я думал, здесь пешком буду идти 2 ходки. Надо же. Вот и подкрепление прибыло. Приток справа. Надеюсь, будет еще больше воды. Еще меньше протаскиваться. Больше... Ой. Грести. Ну, давай, сама иди, лодочка моя. Подай. Приток. Вот оттуда я иду. И туда пойду дальше. Речка-то какая стала широченная, прям удивительно. Удивительные перемены. Резко так раз, широкая. Плеснул хариус, я увидел. Тут немного, но иногда плещет. Ура! Я дошла до слияния 2 ручьев. Отсюда речка называется уже Орлах. Думаю, здесь будет уже без протаскивания. А если они будут, то мало. А вот здесь сейчас плеснулся хариус. Я сейчас попробую вот тут вот отлично на сбойке струй ловить. Ладно. Сейчас отсюда отойду. Вот отсюда я пришла с этого ручья. Недалеко тут ночевала. Не смогла вчера дойти, устала. Ура! Он попался, сорвался у берега, я за ним прыгала. Ух! О!
Хороший такой, не маленький. Здорово, хариус первый здесь у меня. Все. Ох, вообще. О, во какой. Классный. Все. Ой, камеру сейчас заляпает. Ну вот, у меня взял первый хариус. На третий, наверное. Ну, на первый хороший заброс. Даже борода была, ничего вытащила. Вот на такую блесенку. Вертушечка маленькая. Так вот. Еще один. Все, теперь это вот точно мне надолго. Все, хватит. Берут как они так хватают вообще. Ой, так выпрыгивал. Здорово. Река расширилась, но все равно встречаются мелководные перекаты, где приходится вылезать, проводить. Но вот берега уже высокие. А вот кое-где я смелее схожу и иду дальше. Где мелко. Метров 25 уже ширина речки. Такая речка Арылах.
Вот и еще волчок. Или это писец. Один спит, а вот второй наблюдает. Неприветливо встречает меня озеро Рулах. Ветер, волна. Такую боковую волну, пожалуй, не решу сейчас идти. Мне надо метров 6 пройти вдоль берега. Буду ждать хорошего ветра, чтобы либо с другой стороны, либо стиля подожду. Вот что здесь мне удалось насобирать из дров. Такая палочка. Вот около этой бочки одинокой валялись эти дрова. А вот река Рулах в нижнем течении, она такая широченная, но мелкая. Я вот там чуть дальше каяк оставила, там стану лагерем. И вот оно впадение. Надеялась встретить здесь избушку, но вот только одинокая бочка и немножко дров. Ветер все-таки сильный на улице. Буду варить на горелочке. Так, главное много воды не налить. Чуть-чуть. Так. От ветра все щели затыкаю вот гидроштанами, гидромешком, еще мешком, гидрокурткой. Все затыкаю, в общем, чтобы не продувало. Здесь нет камней, не завалишь. Закипел чаек. Ой, от ветра, конечно, очень устаешь. И физически, что приходится вроде как по течению, а против ветра, по волне почти 2 километра в час бывает скорость, а то и меньше. Ну плюс просто психологически от него неприятно. Ветер, ветер, ветер. И ждать погоду, чтобы не немножко вырезаться-то за мыс, а там-то дальше мне попутный будет. Сейчас хорошо еще ветер-то юго-восточный, теплый. Ой, ну и спина устает, хочется. Сейчас чайку, потом. Вот, мне бы за мыс зайти. Ветер вот отсюда. Так вот дует. За мыс. И тут мне уже будет подпутная протока против течения. И вот здесь вот озеро Кунгасалах следующее. Ой. Ой, обалдеть, какая вкуснятина. Конечно, сыры можно есть, но уха это что-то. Здорово. Вообще, надо сказать, баллон уже 9-й день жгу. Еще работает. Вот он должен сейчас кончиться. Надо же. Значит, 3 баллонов, в принципе, можно на месяц растянуть. Стою в туманной облачности, жду, когда ветер будет чуть потише. Хотя и сейчас не сильный. Сейчас пойду смотреть волны. Озеро в тумане. Хождение по полосе дальнего прибоя и сбор дров — занятие очень успокаивающее. Сродни сбору грибов. Очень приятное. Редкие здесь дрова.
редкие. Поздно вечером ветер стал стихать, и я рискнула покинуть стоянку и пойти вокруг мыса. Восточным ветром пришла гарь якутских пожаров. Дымка, туман. Вчера, когда я приплыла сюда, вообще этого берега не было видно. Я тут не знала, что делать. Был ветер еще. Я шла на стихающем ветру, обогнула мыс при волнении еще. Но здесь самое страшное — это меляки. Меляки вдали от берега. Камни огромные, которые торчат, в 100 метрах от берега бывает. Страшно. Страшно пропороть лодку. И главное, что здесь на берег не везде спокойно выйдешь, потому что берег засасывает. Здесь недавно сошли, видно, снежники. А может быть, здесь грунт такой. И очень страшно. Садишься на мель, и ты не можешь нормально встать, тебя засасывает. И вот я высадилась вчера ночью в тумане на этом не очень гостеприимном берегу, но он оказался хорошим. А вот с утра уже появился другой берег. Поплыву сейчас дальше искать протоку. Думала, что теперь у меня будет прибрежное плавание, но тут близко к берегу не проплыть. Мне везет, что еще небольшой туман, зато безветрие, и я могу плутать в этих бесчисленных протоках в поисках большой основной протоки, а то здесь все меляки. Но здесь хоть берег жесткий, я вышла, так успокоилась. Ищу вход в протоку основную. Ох, и плутала я в этих туманных берегах. Ну вот, наконец-то, кажется, нашла нужный заливчик, и впереди шумит. Шумит речка, протока, которая втекает сюда, куда мне и нужно идти. Да, не знаю, что бы я делала, если бы здесь сегодня поднялся ветер. У меня не было такой подробной спутниковой карты. Всего не учесть. И чтобы войти в эту протоку, которую я видела на моей карте 2-километровки, где было все не совсем так, как на местности, мне пришлось огибать мысы, обходить длинные низкие островки так далеко от берега, что становился близко противоположный. И даже посреди озера, почти в километре от суши, камни местами торчали из воды, а я черпала дно веслами и чуть не садилась на вязкую, засасывающую мель. У реки появилось ярко выраженное русло, и идти стало проще. Вот. Подобрала такой удивительно красивый камушек с оранжевой полосочкой. Эх, если бы не так много груза, я бы его с собой взяла на память. Красивые полоски оранжевые. Коренной берег, но такой рыхлый грунт. Вот следы овцебыков тут, они явно проваливались. И я сейчас уже буксую. Вот такие камни тут встречаются с острыми такими расколотыми гранями. Вот такие вот. Ох, что мне открывается за поворотом. Река в едином русле. Горки. Красота. Еще километров 6, наверное, мне по протоке идти. О, неужели здесь бывает такая погода? Боже, красотища.
такая протока озерная. Вот она внизу, какая дельта мощная. Как тут было мне в тумане внизу не заблудиться. О, здравствуй, озеро Кунгасалак, добралась до тебя. Если бы не туман, сейчас бы видела возвышенность Киряки-Таз. Да, долго я пробиралась этой протокой, но отлично, все. Теперь я на озере. Итак, я на оперативном просторе озера Кунгасалак. Шла сюда 3 недели, думала, за 2 дойду. Ну, правда, еще в начале там по заливу пришлось, Хатинскому. Но мне еще по озеру идти 30 километров примерно вдоль берега восточного. Потом еще подниматься против течения по реке Худута. Ой, прям такое название. Без шпаргалки не прочитать, еще не выучила. Подняться километров 12 по реке Хутудатари. Не знаю, может быть, там я уже не буду идти бичевой, пойду пешком. Там заканчивается первый этап моего путешествия, такой пешеводный. И дальше я иду пешком через горы и дальше сплав. То есть треть путешествия где-то 250 километров, наверное. Думал 2 недели, будет 3. А потом еще месяц топать. В честь этого праздничного события делаю себе сгущенку. Вот сухое молоко, еще несколько ложечек сахара. Сейчас сюда водички, и будет у меня сгущеночка прямо из озера. Эх. Отлично. Приятно, как все-таки плыть по штилю. Стараюсь сегодня как можно больше прогрести, пока сил хватит. А то так вот без ветра здесь редко бывает. Такой денек, ух. Здесь еще местами не растаяли льды. Я думаю, что это за камешки так далеко от берега? Нет, это лед. Однако берег здесь не очень гостеприимный. Так в случае чего не вылезешь. Тянутся нежненькие длинные. Глубоко. Сова. Агары убегают от меня.
Да, прозрачный. Снова курс на полуночное солнце. Тишина, туман и тишина. Лед над ними местами тоже. Берегу. Полдвенадцатого, туман немножко снова рассеялся. Ставлю тут палатку. Ох, а небо меняется постоянно. Просто такие картины фантастические. Облака, все по-разному все время. Красотища. Солнце то спрячется в дымку, туман, то снова покажется, то заходишь в плотную стену тумана, то видимость. Ох. Нашла такую мою любимую лужаечку. Вот это. Куропаточья трава. Главное, здесь сухо и достаточно ровно, потому что вот чуть в сторону здесь кочки и болотисто, мокро. Вот, а тут такая полосочка несмытая осталась. А так сюда видно, ну вот весь берег вот такой вот рыхлый, галечный. Нет травки на нем. Из того небольшого количества щепочек, веточек, ивы, что я скрупулезно собирала еще в устье реки Орлах на позапрошлой стоянке, здесь, на озере Кунгусалах, я развела маленький, можно сказать, ритуальный костер, чтобы просто подышать запахом дыма, впитать в себя все благолепие этой удивительно ясной, безветренной ночи и наполниться уверенностью в том, что я дойду. И да будет побольше штиля.